доктор Кострик. Вы испытывали то чувство, когда адреналин проносится по вашему телу? Может быть, это из-за спешки выиграть большую игру или прыжка с парашютом из самолета? Некоторые из нас храбрее других. Вы можете почувствовать, как ваше сердце бьется сильнее и быстрее. Кровь быстро перекачивается, просто чтобы не отставать от волнения. Однако для того, чтобы кровь свободно текла по всему телу, в артериях не должно быть никаких бляшек или отложений. Поэтому, когда эти сосуды забиваются, это может создать серьезные проблемы. Давайте коснемся различных типов заболеваний артерий и вариантов их лечения. Какие бывают типы артериальных заболеваний? Их можно разбить на две отдельные категории. Первое – это окклюзионные заболевания артерий, которые вызваны накоплением бляшек в кровеносных сосудах, которые в свою очередь начинают сужаться. Это обычно называют атеросклерозом. Это может вызвать серьезные проблемы с кровотоком по всему телу и иметь очень разрушительный эффект либо на конечности, обычно в ногах и ступнях, и привести к развитию заболевания периферических артерий, либо в случае сонной артерии, которые расположены по обе стороны шеи, это может привести к инсульту. Другой же тип артериального заболевания – это развитие аневризмы, которая также вызвана атеросклерозом, но имеет тенденцию ослаблять саму стенку артерии. Это может привести к разрыву аорты, главного кровеносного сосуда, по которому проходит большая часть крови по всему телу и даже к аневризме аорты. Такой тип пациентов подтвержден риску развития артериального заболевания. Всем лицам старше 50 лет, страдающим курением или диабетом, или старше 70 лет рекомендуется пройти тестирование, чтобы определить риск развития этого заболевания. Это факторы риска, которые тесно связаны с развитием заболеваний периферических артерий. Есть ли связь между заболеванием сонной артерии и заболеванием периферических артерий? Да. От 30 до 60% пациентов с заболеванием периферических артерий также страдают той или иной формой заболевания сонной артерии. Если приходит пациент с признаками заболевания периферических артерий, нужно искать признаки заболевания сонной артерии и наоборот. Каковы некоторые симптомы заболеваний периферических артерий? Подавляющее большинство пациентов имеют очень нетипичные симптомы или симптомы, которые могут быть связаны со многими различными заболеваниями. Один из наиболее распространенных признаков заболеваний периферических артерий – это судороги в мышцах ног, бедер или икр после таких действий, как подъем по лестнице или ходьбе. Один из способов диагностировать заболевания периферических артерий – это посмотреть, насколько постоянны симптомы и как скоро они появляются, когда человек начинает ходить. Например, проходит 1 или 2 квартала, и у него появляются спазмы или боль в ноге, а затем, когда он останавливается, боль также прекращается. Затем он возобновляет ходьбу, и боль возобновляется еще через 1-2 квартала. Почему так важно диагностировать и лечить эти заболевания как можно раньше? Я верю, что с более ранним обнаружением легкого заболевания можно консультировать пациентов о важности отказа от курения, переходить на здоровое питание, физические упражнения и всего прочего, что полезно для артерий и сердца. Если бы могли мы делать больше с точки зрения профилактики на ранних стадиях заболеваний периферических артерий, мы смогли бы лечить болезнь гораздо более эффективным способом. Для людей с заболеванием сонной артерии очень важна профилактика инсульта. Если мы знаем, что пациент страдает этой формой артериального заболевания, выполняют эндоартериэктомию, хирургическую процедуру для устранения сужения сонной артерии и удаления бляшки, образовавшуюся из-за атеросклероза.
мы можем предотвратить инсульт. Инсульт является 4-й по значимости причиной смерти во многих странах. И если мы обнаружим заболевание сонной артерии на достаточно ранней стадии, то мы сможем предотвратить потенциально массивный инсульт у этих пациентов. Нужно пытаться побудить пациентов нести ответственность за свое здоровье до того, как они достигнут этих конечных стадий артериального заболевания, и им потребуется хирургическое вмешательство. Когда необходимо хирургическое вмешательство, какие варианты доступны для каждого заболевания? В случае заболеваний периферических артерий, когда требуется вмешательство, обычно делают компьютерную томографию, чтобы можно было лучше понять, где могли образоваться поражения. В общем, любые поражения, которые образовываются в более крупных артериях, очень хорошо поддаются неинвазивной эндоваскулярной терапии, такой как введение стента или баллона в закупоренную артерию для открытия кровотока. При любых поражениях, которые пересекают сустав в колене или находятся ниже колена, многие сосудистые хирурги предпочитают обходной анастомоз, хирургическую процедуру для перенаправления и открытия кровотока по артериям, просто потому что стенты или баллоны в более мелких сосудах не работают. При заболевании сонной артерии, независимо от того, является ли пациент симптоматическим или бессимптомным, обычно выбирают каротидную эндоартериэктомию. В зависимости от процента закупорки требуется хирургическое вмешательство для предотвращения инсульта. По какой-то причине, если считается, что у пациента высокий хирургический риск, чаще рассматривают его варианты стентирования. Цель – достичь наилучшего результата, независимо от того, насколько серьезным может быть артериальное заболевание пациента. Надеюсь, информация была полезна для вас. Подписывайтесь на наш канал, и вы услышите еще больше полезной информации. Будьте здоровы! До новых встреч!